Привет, девчонки, меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у меня такая интересная тема, на мой взгляд, интересная, потому что меня в последнее время очень сильно интересует стемпинг. Я заказала где-то около 30 цветов стемпинг лаков. И последний раз, когда как раз это видео уже было на моем канале, где я делала один и тот же дизайн, но в разных цветах. И мы подбирали там, именно сначала делали дизайн, а потом уже подбирали цвета. После того, как девочки мои ушли, я задумалась, что же можно сделать, чтобы такого больше не возникало, чтобы я заранее знала, какого же цвета стемпинг лак у меня есть. И вот такая идея у меня возникла. Но для начала расскажу и покажу. Как раз мне пришли еще одна партия зеленых цветов лака для стемпинга. И уже потом в конце покажу, что я с ними сотворила. И мне, на мой взгляд, кажется очень даже интересная идея. Начну с того, что если вы только начинаете работать со стемпингом, я бы не советовала покупать вам всякие многие разные цвета. Так как я сильно интересуюсь в последнее время именно стемпингом, я решила расширить свою коллекцию, чему очень даже рада. Сложноватость в том состоит, что все-таки все равно, допустим, цветов гель-красок, гель-лаков у меня более 300, а лака для стемпинга у меня всего лишь 30 или 40. Но тем не менее это намного упрощает задачу, когда подбираете цвет лака для стемпинга к цветам, которые будут у вас основным фоном в самом дизайне на ноготках. Так давайте же приступим к просмотру. Я купила опять же коллекцию, сет, не коллекция, набор из зеленых цветов, потому что последний раз, когда я тестировала пластина о Protego, поняла, что зеленых-то у меня нету. Вот эти цвета. Единственное, что я потом, когда их расставила по номерам, чтобы показывать вам видео, поняла, что одного цвета не хватает, потом я его найду и покажу. Эти вот зеленые цвета, в принципе, из-за них я покупала, в принципе, могла купить только их, потому что остальные два у меня есть. И тот, который я потеряла, тоже, оказывается, есть. Естественно, все они хорошо упаковали, все прекрасненько, хорошо. Они зафальцовывают. Именно я пробовала где-то 3 или 4 фирмы для стемпинг лаков и остановилась на Born Pretty. Кац мне не понравились. Потом у Николь Дари какие-то не сильно густые, а вот эти именно по консистенции, вот гель-лак, который я потеряла и нашла, по консистенции они мне именно очень нравятся и очень подходят. Мне нравится, как они сохнут, мне нравится их пигментация, мне уже есть чем сравнить. Так вот, также я купила еще, заказала штамп, который мне посоветовала Виктория. У меня один уже есть. Так, кстати, не заметила, что он какой-то разбитый, не побитый. Мне он очень нравится. Раньше я пользовалась штампом Born Pretty, такой у меня золотистый. И, в принципе, нормально я с ним пользовалась, пока не попробовала штамп, который прозрачный. Их я сначала думала не распаковывать, но тем не менее я хочу заниматься и рересированным стемпингом, и делать какие-то разные картинки, и даже, может быть, участвовать в чемпионате со стемпингом. Поэтому все-таки я их распаковала, просто отложила подальше, пусть лежат. И есть штамп, который у меня до этого был, первый, третий, и им я активно пользуюсь и очень-очень люблю. Советую, девочки, этот штамп. Да, он стоит чуть больше, чуть дороже, но тем не менее ему цены нету. Особенно это молочная подушечка, это просто бомба. Ей можно и увеличивать рисунок, и уменьшать. Все они абсолютно одинаковые, пришли мне неповрежденные, красивенькие, чистенькие. И мой первый тоже, в принципе, как и новенький, как будто так и было, ничего с ними случилось. Обожаю стемпинг. Когда я начинаю что-то делать дизайны, всегда использую стемпинг. Мне он очень нравится, это очень красиво и интересно. На этих зеленых цветах я вам покажу именно, как я оформила свою коллекцию лаков для стемпинга. Просто выбрала один рисунок с любой пластины, и желательно, чтобы этот рисунок не был такой сильно тоненькие линии. Важно, чтобы все-таки был виден цвет. Выбрала такой рисунок все-таки с тонкими линиями, чтобы понимать, как он будет смотреться и на тонких линиях, но тем не менее рисуночек очень плотный. Такой цвет
это который я потом нашла, все-таки он у меня уже есть, просто в другом тюбике. Единственное, у них нумерация другая, поэтому даже если бы я хотела, я бы и не поняла, что такой цвет у меня есть. Все эти 6 лаков я, естественно, сначала отпечатала на типсах, и потом уже взяла свою коллекцию и просмотрела, какой цвет у меня есть, какой нет. И получилось так, что из 6 цветов 2 цвета у меня уже были. Ничего страшного, я их просто откладываю. У меня такая есть шуплятка, где я складываю те лаки, которые у меня уже есть. Их можно или продать, или можно не продать. Темно-зеленый цвет, мне он нравится, но мне не нравится вот эта вот голубизна в нем. Я бы хотела более такой глубокий зеленый цвет. Но, как говорится, за неимением худшего лучшего будем иметь то, что у нас есть. Так вот, цвета вот таким макаром, я полностью все там 40 цветов, которые у меня есть, я все их отпечатала. Так оно просто красивенько смотрится, когда один и тот же рисунок на всех типсах. И попозже я вам покажу, как именно, почему у меня такая идея возникла, как именно подбирать цвета, потом уже из палитры, которая у вас есть гель-лаков, подбирать цвета к лакам для стемпинга. Такой цвет типа Тиффани зеленый тоже у меня уже есть, к сожалению, или к счастью. Теперь у меня их тоже 2 тюбика. Также есть такой же лак и из прошлой коллекции, вот, которые у них такие были, большие такие грубые флакончики. Такой цвет тоже у меня есть. Но тем не менее, 4 цвета обалденно красивые, и я очень даже рада, что я их купила. Решила сэкономить, получилось не сэкономила. Это цвета вот нашла у себя, я так разложила свою коллекцию, поняла, что такой цвет у меня уже есть. Их я уже, этот квадратный тюбик, я уже показывала как-то в своем видео. И вот этот лак ко мне пришел. Если их совместить, там не подсмотреть номера. И вот эти номера 1, 4, 5 и 6, именно я их впихнула в мою коллекцию. Теперь показываю, как у меня расположены мои 40 цветов. Я их просто положила в маленькие такие корзиночки. Эти корзиночки я потом достаю себе на столик. И уже смотря какой цвет у меня, нумерация у меня идет сверху, смотря какой цвет у меня на типсах, и смотрю, как у меня цвет идет, нумерация именно в этой коробочке, и достаю нужный цвет. Это очень удобно. Кстати, такого я ни у кого не видела. Я надеюсь, я первая. Я очень довольна моей организацией хранения и вычисления цвета. Вот. У меня, допустим, есть 5 или 6 цветов сиреневых, 5 или 6 цветов синеньких. И когда смотришь на флакончик, тяжело понять, какой цвет все-таки подходит к гель-лаку. А таким макаром, вот, допустим, у меня все цвета, все там 300 с чем-то, именно в книжечках. И вот можно цвет, допустим, клиент выбирает сиреневый. И по сиреневым цветам гель-лака можно подбирать, какой цвет больше подойдет к тому или иному цвету лака для стемпинга. Или можно взять все цвета, которые у вас есть, и вот так им тоже водить по, как говорится, палитре ваших цветов. Да, очень удобно, очень. Я вообще довольна. Наконец-то я поняла, что мне делать. Хотя до этого у меня не было столько цветов, был черный, серебристый, зеленый, и поэтому в этом я не нуждалась. Так вот, я считаю, очень удобно. Также можно выбирать, допустим, совсем другой цвет и подбирать, какой цвет подойдет к тому или иному цвету. Вот такой аппарат у меня есть. Я покупала его в Метро. На этом аппарате я делаю нумерацию, в принципе, всей моей студии. Подписываю все на этом аппарате. Там внизу вставляются разные кассеты с разными цветами. И, допустим, на примере моих типс, которые приготовила я зеленые, я их пронумеровываю. К сожалению, там была не та кассета, но ничего страшного. И я, естественно, эти номера дублирую. Один приклеиваю я на лак и один приклеиваю на типс. И потом у меня эти типсы висят на гвоздике на полочке. И очень удобно так пользоваться лаком для стемпинга. Я прям довольна, что наконец-то я делала организацию и буду понимать, какой цвет у меня есть, а какой еще купить.
Как всегда, видео было коротеньким, но я замечаю, что вы не любите длинные видео. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, я вам чем-то помогла. Если будут какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите в комментарии, обязательно отвечу. И если возможно, сделаю видео. На этом у меня все. До скорых встреч, пока.